Cihan benim kocam. Yani ben Cihan'ın karısı olarak bu konaktayım. En olmazlarda bile sevdik birbirimizi. Benimle ol. Özür dilerim. Biz de zaten hiç başlamamış bir şeyin ortasındayız. Ortasındaydık. Ucundaydık. Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Давайте вместе посмотрим, что произойдет в новой серии. Покинет ли Аля особняк? Сможет ли Джихан заставить Алью простить его? Сможет ли Алия теперь держать Джихана подальше от себя и Денис? Что сделает Садакат, когда не сможет выслать Алью из особняка, как она надеялась? Мой ребенок действительно от Джихана. Смогут ли Нария и Шахин быть вместе, несмотря ни на что? Сможет ли Кая забыть Зеррина и полюбить кого-то другого, как он сказал? Влюбился ли Демир в Зеррин? Покинет ли Демир Зеррин? Убили ли Экмель и Надим Барана? Обо всем этом и многом другом в этом видео. Если вы хотите, чтобы Садакат не отправляла Алью, а ребенка Мини на аборт, чтобы Джихан и Алия могли начать жить своей любовью, не забудьте поставить лайк и поделиться нашим видео. А теперь перейдем к нашему анализу, наслаждайтесь. Госпожа Садакат хотела воспользоваться беременностью Майн, чтобы выслать Алью из особняка. Тот факт, что Майн должна была защищать себя, очень устраивал и Майн, и госпожу Садакат. Под этим предлогом Майн переедет в особняк и заставит Алью покинуть его. Но все вышло не так, как они ожидали, когда Джихан выгнал Майн из особняка, а Садакат нацелился на Алью, сказав, что эта женщина уйдет, на этот раз Алия не даст им передышки и скажет, что она жена Джихана, никуда не уйдет и оставит их в покое. Эта ситуация глубоко ранит Алью, и чтобы не показывать злость на Джихана, она говорит, что между ними пока ничего не произошло. Джихан немедленно придет к Алие и извинится перед ней. Джихан чувствует себя крайне виноватым перед Алией, он знает, что все, что он говорит, бессмысленно, и он очень боится потерять ее из-за Майн. Аля продолжит оставаться в особняке, потому что боится, что Денис пострадает, а также будет очень серьезно относиться к Джихану. Когда Джихан отказывается признать, что между ними ничего не было, и намекает, что все будет, и хочет закончить незаконченное предложение, которое он скажет ей в больнице, Аля не позволяет ему. Джихан очень расстроится, когда она скажет ему, что отныне между ними ничего не будет. Я надеюсь, что эти двое влюбленных пройдут это испытание с минимальными потерями и воплотят в жизнь свои собственные чувства и мечты. Джихан может некоторое время подвергаться негативному поведению и отношению Алии. Аля не захочет проявлять свой гнев таким образом и не позволит Джихану слишком близко подойти к ней и ее сыну. Аля и Джихан будут очень несчастны вдали друг от друга, а Майн никогда не сможет найти никакой поддержки от Джихана. Джихан не хочет снова расстраивать Алью и держать ее вдали от себя, чтобы иметь возможность рассказать ей все, что у него на сердце, и все свои мысли. Однако нежелание Альи Майн допустить, чтобы между ними что-то произошло, пока она носит ребенка Джихана, станет для Джихана сложной ситуацией. Джихан попытается вернуть Алью, сказав, что он не любит Майну и что ребенок мог появиться в то время, когда ее не было с ним, и что он даже сомневается, его ли это ребенок. Садакат и Мини Аля будут очень разочарованы, когда не покинут особняк и не скажут, что Джихан – ее муж. Потому что они оба думали, что когда Аля это услышит, она покинет особняк и они останутся там одни. Но когда дела идут не так, как им хочется, они начинают строить другие планы, чтобы утомить Алью и отправить ее прочь. Они будут делать что-то с Денис, которая является чувствительным местом Алии, чтобы разозлить ее и попытаться заставить ее ревновать к Джихану. Конечно, пока все это происходит, Кая и Нари постараются поддержать и Джихана, и Алью. Джихан не уверен, принадлежит ли ребенок Майн Джихану или нет, и я думаю, что он не возьмет ребенка под свою опеку, не выяснив этого. Он сделает все возможное, чтобы доказать, что ребенок не его, и вышвырнет Мина за дверь. После этого инцидента Майн поймет, кому принадлежит ребенок, и выяснится, что это ребенок Демира.
По этой причине Майн не сможет осуществить свои грязные планы и завоевать Джихана. Неизвестно, захочет ли она потом родить ребенка или скажет Демиру, что этот ребенок принадлежит ему. Пока Нари чувствует себя виноватой в том, что случилось с ее мужем Осканом, я думаю, что состояние Оскана будет ухудшаться с каждым днем, и он погибнет. Поговорив с Нари Оскан, они рассказали друг другу о совершенных ошибках и успокоили свою совесть. После этого Нари перестала думать, что она виновата во всем, и убедилась, что не может быть ни одного человека, ответственного за произошедшее. Когда она идет в дом, где они с Осканом живут вместе, Шахин подходит к мужчине, который был ее единственной любовью на протяжении многих лет, и говорит, что они столько всего пережили, и теперь они должны быть вместе, и берет его за руку. И они могут пожениться, никому об этом не сказав. Самое логичное, что всякий раз, когда эти влюбленные появлялись и говорили, что любят друг друга, у них возникали проблемы. Таким образом, Нари теперь будет жить с Шахином, любовью всей ее жизни, а не выходить замуж за кого-то против своей воли. Конечно, когда этот инцидент станет известен, земля может содрогнуться, но предотвратить или разлучить их уже не получится. Когда Кая убедилась, что ребенок в утробе Зерин, ребенок Демира, она решила забыть о нем и двигаться дальше. Он также говорит, что с этим решением он начнет пытаться полюбить кого-то другого. На самом деле он думал, что спасет ситуацию, женившись на Нари Оскан, которая рассталась с Шахином, мужчиной, которого она любила, из-за его семьи, как и Нари, но этого не произошло. Похоже, то же самое произойдет и с Каей, и она столкнется с такими же трудными ситуациями. Потому что когда он сказал, что хочет жениться, госпожа Садакат сказала, что она немедленно найдет ему подходящую девушку и женит его. Садакта Ханем, которая не колеблясь делает жизнь еще одного своего ребенка несчастной, сначала разлучила своего последнего ребенка Каю с Зерин, девушкой, которую он любил, а теперь она собирается женить его на девушке по своему выбору. Надеюсь, Кая не совершит ошибку и не выйдет замуж как можно скорее, узнав, что ребенок в утробе Зерин его. Когда он встал на путь женитьбы, чтобы отомстить Демиру Джихану, Зерин начало ему нравиться, и он влюблялся в нее с каждым днем. Когда Зерин поняла это и спросила его об этом, Демир все отрицал, но на самом деле он пытался скрыть тот факт, что был по уши влюблен. Несмотря на то, что Демир использует агрессивную речь и поведение, чтобы скрыть свои чувства, Зерин понимает, что влюблена в него. Если Зерин воспользуется своим разумом, она сможет избавиться от Демира, сыграв на его любви и привязанности так, чтобы он оставил ее. Демир не может выносить постоянное несчастье и грусть Зерин и может отправить ее обратно в семью. Потому что, несмотря на то, что ребенок, которого вынашивает Зерин, принадлежит Кае, Демир уже чувствует к ней сильную привязанность и хочет завладеть ею. Когда он думает, что Зерин никогда его не полюбит, он может отказаться от мысли отомстить. Отныне Демиру нужна возлюбленная, которая любит его и хочет быть с ним. Кто убил барана, остается загадкой. Но появляются небольшие подсказки. Оказалось, что Экмель и Надим – это те места, где жил баран, как и сказал Халис. Я думаю, что Экмель мог поручить Надиму убить барана. Зерин и Шахин очень напуганы и подозревают, что их отец Экмель убил барана. Если Экмела освободят из тюрьмы, как они говорят, все может принять иное измерение. Как вы думаете, могла ли Экмель убить собственного сына, не зная об этом? Если именно Экмель убила барана, узнает ли она, что на самом деле это был ее собственный сын? Как будет развиваться напряжение между Алией и Джиханом? Смогут ли Шахин и Нари пожениться? Женится ли Кая на девушке, которую нашла его мать Садакат? Сможет ли Зерин вынести замужество Каи за другого? На этом мы завершаем наш анализ. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы получать больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.